Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, и приятного вам просмотра. Я сейчас лежу, отдыхаю, потому что пока еще немножко болею, ангина. Ну, знаете, организм штука такая хитрая. Я как-то рассказывала, что при ангине, например, нельзя заниматься физическими нагрузками. Вот, и я всегда об этом говорю своим ученицам, но сама занимаюсь. Но вот организм такая злонамеренная, эта самая скотинка, которая все равно свое берет. Вот я сегодня, например, не смогла ничего делать. Ну, то есть я встала, переделала по дому дела, один хобби-влог сняла. Хотела еще позаниматься танцами или еще чем-то. Но я даже не смогла себя взбодрить кофе, хотя в целом я себя чувствую лучше, чем вчера, потому что как с ангиной-то бороться, я знаю, но поскольку я вот момент упустила, то немножко сейчас сложнее. Знаете, мне очень хочется пораскрашивать что-то еще, потому что я сегодня и Ханну Карлсон раскрашивала и так далее. В общем, взяла я миллион новогодних котов и начала вот это красить. Ну, типа как адвент-календарь, который красить-то уже поздно, но у меня в декабре не было совершенно никакого времени на это. Я не знаю, буду ли я вот это в этом месяце прям полностью раскрашивать, или же как основную возьму какую-то другую иллюстрацию, пока не уверена. Но вот в качестве варианта пораскрашивать в кровати, мне кажется, идеально. Вот, я здесь взяла с собой вот этот вот набор Брауберг. Ну и, в общем, потихоньку крашу. Сейчас уже сижу, раскрашиваю, как видите, за своим творческим уголком. Фон я решила делать карандашами. Вообще, из карандашей я люблю больше акварельные для фона. Но здесь, во-первых, бумага этого не позволяет. Ну и я взяла свой любимый Кохенур химический карандаш. Он просто потрясающий. И вот если другими карандашами фон мне не акварельными я не люблю делать, для меня это тяжело, то этим карандашом, знаете, просто невероятно такое медитативное занятие. Прям отдыхаю. Но я решила все-таки, что будет хорошо чередовать, поэтому, чисто красным мне не хочется, голубой я почему-то здесь не вижу. Поэтому я решила взять фикс-прайсовский вот этот из набора 36 цветов премиум. Попробую. А цифры я уже потом закрашу. Да, хороший цвет. И тоже вполне себе такой новогодний. Поэтому буду им красить. Кстати, им тоже очень хорошо, приятно раскрашивать. Но этим просто вообще такой релакс. Вот этим. Я много таких накупила в Ашане по акции. Там вообще по то ли 6, то ли 9 рублей. А может и 4, мне кажется, даже. Я взяла и себе, и Оксане отправлю обязательно несколько штучек. Они, конечно, довольно-таки ломкие карандаши, но супер мягкие, вот, и яркие. У них еще есть красный карандаш, но красный цвет я, в принципе, не фанатка. В Ашане не видела, тем более по акции. А синий вот прям самое то, что нужно. Но это не те химические карандаши, как были в нашем детстве. Кто моего возраста и старше, знает, о чем я говорю. У этих другой принцип, но они также вот для туристов, там, для всего такого. Я читала этот принцип этого карандаша, но, честно, я что-то забыла, как он там
Но тоже смочить, по-моему, надо или что-то такое. Но эффект карандаша из нашего детства мне все-таки нравится больше. Но вот у меня даже не сохранился, к сожалению, я так думаю. Ну, по крайней мере, я нигде не видела. Вот этот хорошо тоже ложится. А здесь еще можно немножечко пройтись салфеткой, чем-нибудь таким. Еще лучше будет. Но оно и так вот прям все блестит. Довольно неплохо. Сегодня у меня тоже ленивый день. Не, ну, на самом деле, это я наговариваю на себя. В принципе, я, несмотря на то, что позволила себе днем поспать, я дел-то переделала очень много. Как и в раскрашивании, так и по дому, и по Ютубу в целом. У меня почему-то всегда есть вот эта привычка, видимо, как-то вот не уважать свой труд, что ли. Потому что мне всегда кажется, что я мало сделала. А когда, в принципе, начинаешь задумываться, сколько я сделала, и смотришь на то, что иной раз люди и половину не делают, и при этом бывает даже что-то, такие личности бывают, которые там могут весь день лежать, сделать какое-то одно маленькое дело, но ведь как, вот знаете, заслуживает уважения то, что как такие люди могут себя любить, хвалить и вот реально считать, какие они молодцы. Вот, ну, вот понятно, что весь день лежать на диване или там сидеть, ничего не делать, это с одной стороны как бы не любовь к себе, потому что это потом плохо скажется, но при этом вот это вот умение ощущать, что ты молодец, и передавать это ощущение другим, это, конечно, очень круто. Потому что у меня к себе постоянно вот это вот целый день что-то делаешь, и при этом думаешь, а вот я здесь время потеряла, и еще потеряла, и мало сделала. Нет, ну мне и сейчас кажется, что хоть я и сделала много, но должна бы сделать больше. Так, ну вот. Как-то так. Ну вот хорошо, что это не чисто красный цвет. Единственное, что где-то я, видите, нарушила не в одном направлении, но это не выглядит как-то уж очень плохо. Так, ну с обратной стороны, поскольку уже раскрашено, ничего не предстоит, то, скорее всего, я, конечно, цифры сделаю гелевыми ручками, но хотелось бы, конечно. Но с другой стороны, здесь я не знаю, чем буду красить. Не, ну, фон можно... В теории фон можно сделать гуашью, и тогда здесь не должно ничего потечь. Может быть, я этот разворот оставлю на февраль. Может быть, я его даже начну. Да, наверное, стоит начать в этом месяце, так как я не очень люблю развороты, хотя вот этот сюжетный, казалось бы. Может быть, начать в этом месяце, закончить в феврале, как раз на зиму будет идеально. Просто вообще я здесь люблю акварелью красить, так как это, ну, гораздо
проще. Хотя вот здесь у меня, вот я пересматривала раскрашенные работы в Лулумае. У меня по факту вот здесь вот все идет как-то карандашами, а в других там, в том числе и акварели много. Ну, наверное, здесь карандашами много, ну, не то, что много, да, но преимущественно. Тут вот и того, и другого добавлено. Наверное, потому что мне эта раскраска нравится. Есть из этой серии то, что мне прям очень не нравится. Но к чему я этот разговор завела, что если сделать здесь гелевыми ручками, то важно, чтобы не протекало вот тут. А может поступить проще. Может быть, взять просто карандаши, металлики, да и все. Наверное, так и поступлю. В общем, продолжу я вот так вот тут раскрашивать потихоньку. Да, хотелось мне где-то за 12 дней до Нового года вот это все делать, выкладывать, но не получилось. Я, кстати, сейчас хочу взять блендер. Кстати, где у меня блендер? Что я его... вот. Я просто удивилась. Я им уже в этом месяце пользовалась, но не нашла его в коробке. А незаконченных работ у меня как бы в принципе нет. Если попробовать, как он будет... Этот блендер классный, но он не со всеми карандашами. Но в целом у меня выбор есть, поэтому какой-нибудь да подойдет. Да, я думаю, я за кадром аккуратненько все сделаю. Так, и если... Ну, мне вот где-то, знаете, немножечко хочется сгладить, где это требуется. Так, чуть-чуть. Я вот что в «Ведьмочках» красила, вот этот блендер использовала, и вы знаете, на лице. И были какие-то места на лице, я не знаю, с чем это связано, что этот блендер не работал. Там прям не давал блеска. Так странно. Я с таким впервые столкнулась, и потом натираешь салфеткой, все равно видишь, что это место, ну как бы, оно вообще никак не задействовано. Вот сколько раскрасок, сколько карандашей, сколько всего, и каждый раз для себя какое-то открытие делаешь, потому что это я даже к тому говорю, что иногда даже по прошествии какого-то времени говоришь свое мнение о канцелярии, но, допустим, если у тебя в коллекции 200, 300, там 400 раскрасок, везде, в общем, разная бумага, и так или иначе можно сказать, что и как классно, а вот, допустим, здесь не очень, но, допустим, преимущественно хорошо, а через какое-то время раз и открываешь какое-то новое качество той или иной канцелярии. Вот. Ладно, с этим пока я закончу. Ну, точнее как, я еще за вечер сегодня к этому вернусь. Вот. А сейчас я... Так, ну вот здесь у меня дело двигается потихоньку. У меня же стол очень длинный. Ну, в полкомнаты получается, икеевский. Вот. И, соответственно, я туда-сюда вот так вот двигаю и раскрашиваю. По чуть-чуть. Но главное, что у меня прям такое настроение есть. Ну и понятно. Вот. Зима, она вот прям на какое-то творчество, на все вот это. Нет, ну у меня вообще вся жизнь связана с творчеством. У меня вообще родители молодцы, они всячески поощряли все мои вот эти увлечения и всегда считали, что даже работа, да, она должна доставлять удовольствие.
Вот, что я должна для себя выбрать то, от чего я буду кайфовать. Поэтому, в принципе, вот за что огромное спасибо родителям, хотя я вообще могу сказать, наверное, родителям спасибо абсолютно за все, потому что они, ну, все для меня делали. Ну вот, единственное, за что я не могу сказать им спасибо, это, в принципе, за факт своей жизни. Но раз уж я родилась, да, то, как они обставили мою жизнь, я, безусловно, им за это очень благодарна. Они, конечно, большие молодцы. Но было бы лучше, если бы все-таки они мне эту жизнь не дали. Вот. Ну да ладно. Я к чему? Вот благодаря родителям, да, благодаря такому воспитанию всему, я действительно свою жизнь вот как-то так... Вот все, что я делаю, даже то, что дает мне какой-то заработок там, да, это все мое хобби. Нет, ну как бы, понятно, танцы это моя профессия, которой я училась, плюс еще там, ну это как бы основная, да, я еще рассказывала, что у меня есть не основная профессия, но тем не менее дизайнер, вот. Причем как просто модной одежды, так и театральные костюмы, все дела. Но помимо этого, как бы и мыловарение, и YouTube, и, в общем-то, вязание, валяние из шерсти, пошив балетной обуви, кстати. Вот. Мне это все нравится. Но это здорово. Потому что я, в общем-то, когда еду в студию, например, да, там, к ученице, я никогда не говорю, что я еду на работу. Я всегда говорю, что я еду танцевать, еду в студию, потому что, ну, действительно, эта работа такая в кайф, и она как бы... Ну, это праздник, в принципе. Особенно, что мы со всеми ученицами дружим, в прекрасных отношениях, мы получаем удовольствие. Мы даже тут немножко как-то припозднились, точнее как, мы с ученицей приехали вовремя, но пока она там чай себе наливала, кофе, еще что-то. И у нас так как-то быстро время пролетело. Я говорю, господи, вроде, ну, как бы мы много чего успели, но все равно она, ну, как-то меня так это немножко расстроило. Она говорит, а что? Говорит, мы же с тобой сюда приходим получать удовольствие. Ну, говорит, нам сегодня было удовольствие кофейку попить. Ну, и что такого? Вот. Не, ну, понятно, что мы и позанимались. Это не значит, что мы просто так сидели. Просто имеется в виду, что мы немножечко отвлеклись, но это, правда, был в кайф. Мы там можем вкусняшки друг другу принести, погулять пойти после. В общем, здорово. Ну, я, конечно, все-таки прежде всего за то, чтобы занятие полноценно проходило. Но я к тому, что мы все делаем в кайф. Ну да. Вот тут надо будет подправить. Ну, я, кстати, вспомнила еще старый добрый способ подправлять, как это делали иногда в школе, когда допустишь какую-нибудь ошибку. Ну, понятно, что корректоры, естественно, тоже были, но в каких-то случаях брали канцелярский нож, но это потом уже, а сначала их еще не было, и были, знаете, лезвия эти для бритья, такие вот, которых сейчас тоже уже днем с огнем не сыщешь, вот, ну, такие, ну, старшее поколение знает. И вот аккуратненько вот так вот счищали слой, тоже, кстати, хорошо. Были случаи до дырки, конечно, но в основном нет. Так, ну что, с меня
хватит. Не, ну я уже сегодня массу подходов по чуть-чуть сделала. И давайте покажу, что я еще на сегодня для себя выбрала. Это Рита Берман под лупой. Оксана мне дарила. Ну, я думаю, кто смотрит видео, постоянно знает. И в этом месяце я в том месяце раскрашивала вот эту иллюстрацию. Господи, в этом. Ну, потому что время летит очень быстро. А в этом я уж хочу тогда, поскольку тоже что-то нужно зимнее, то пусть вот будет вот эта иллюстрация. Вполне нормально. Фон, наверное, тоже буду делать гуашью. Начну я, скорее всего, с оленя. Или кто это? Ну да. И пока меня еще прикалывает тоже подарок Оксаны, вот эти карандаши. Ну, тогда приступим. Так. Ну, здесь пусть будет совсем такое светленькое. Так. И вот это потемнее. Конечно, Рита Берман, у нее замечательнейшая иллюстрация. Конечно, просто. Они в любое время года настраивают на такое вот хорошее настроение, на позитив, на такой уют, что ли. Вот. Очень здорово. Мне, конечно, ее очень раскраски нравятся. И вот, вот это, то, что мне Оксана подарила, это, знаете, вообще угадала. Прям на 100%, потому что ту раскраску, которую изначально я хотела и думала себе купить, по факту я когда у Милы полистала, я поняла, что она хорошая, очень хорошая, но вот то, что выбрала для меня Оксана, гораздо лучше. Вот тут, в принципе, тоже всякие времена года можно пораскрашивать, поэтому вот, в том числе, как видите, и зимние такие иллюстрации. Ну, бумага, конечно, больше, наверное, под акварель, нежели просто под карандаши. Хотя вот я, по-моему, какой-то месяц делала перерыв, мне кажется, не раскрашивала. Могу ошибаться, но, по-моему, да. И после это очень замечалось. А сейчас как-то вроде красишь и уже привыкаешь. Не, она не в смысле, что какая-то плохая, но карандаши обычно, допустим, там, где точно хорошо ложатся, здесь немножко проблемно. Но не критично. А мне вот именно здесь, несмотря на любовь к акварели, я прям хочу карандашами красить. Сегодня у меня в планах, скорее всего, может быть, я еще успею какую-нибудь выпечку сделать новогоднюю. Пряники хочу. Никогда не пробовала делать пряники. И вот я все собираюсь. Но просто, знаете, не хочется ничего допоздна растягивать. И, соответственно, ну, плюс еще же надо что-то снимать. Поэтому я посмотрю по времени. Написано, что где-то часа полтора на это все дело уходит, на все про все. Поэтому сейчас поснимаю и посмотрю. Я просто стараюсь
уже часов 8 вечера выходить сейчас с собакой, хотя у нас все равно там пальба, как водится, но все-таки. И потом ужинать, и, возможно, еще чисто без камеры посидеть, пораскрашивать. Не, бывает, иногда хочется камеру включить, а потом ложиться спать и что-то смотреть, потому что я поняла, почему мне, например, тот месяц очень был сложный, потому что очень много хотелось сделать, и в тот же момент вот, знаете, какое-то выгорание было такое, потому что весь день снимаешь, убираешь, снимаешь, убираешь, а готовишь, и вроде все это тоже любимые занятия, и в тот же момент нет такого, когда ты без камеры, когда ты просто, не знаю, валяешься, что-то смотришь, хотя я не фанатка такого отдыха, но иногда и такой отдых нужен, поэтому вот сейчас. Но вот сейчас меня уже организм, видите, заставил, простудилась. Поэтому лучше без всяких простуд давать себе небольшой отдых, такой расслабончик. Я тут прям основательно засела, увлеклась как-то, затянул меня процесс. Здесь, как и на вот этой иллюстрации, я использовала гелевые ручки. Во-первых, Crown Lurex, и вторую это вот аутлайнер из Fix Price. Чередовала вот эти две. Что у меня эта ручка Crown почему-то потекла, причем такая ерунда творится только вот именно вот с этим зеленым цветом. Но сама ручка, конечно, шикарна. Вообще, просто шикарно. Ну и сейчас вот я в процессе раскрашивания этих листочков. То есть это так, первый слой. Потом я еще буду, конечно, проходиться салфеткой. Вот можно видеть, что здесь блендер нанесен от карандаш, но это еще требует растирания. Здесь и вот здесь ягодки я использовала вот этот цвет и вот этот цвет. И потом белый карандаш и растирала. Вот. В общем, как-то так. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.